День добрый, друзья! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Это MNG. И нет, сегодня мы не играем в XCOM. Сегодня мы будем играть Ксенонавтов вторых. Это серия очень похожа на XCOM. Это уже, видимо, серия, раз уже вторая часть. Они копируют оригинальные, те самые древние XCOM, которые выходили там в 90-х или 2000-х, не знаю, когда они там выходили. Очень старые игры. И Ксенонавты — это духовные продолжатели вот тех старых XCOM-ов. Они прям вот по олдскулу делают все. То есть это инди-игра, смотрите, здесь очень мало разработчиков. Вот смотрите, это все. Это все разработчики. Вот они. Разработчики, издатель, директор, помощник дизайнера, вот артисты, интерфейс, композитор, 3 программиста, технический директор, ну, можно тоже считать его программистом, да. Ну, как бы и все. Все, это все разработчики. И они умудрились сделать, я так понимаю, первые ксенонавты, теперь еще и вторые. Ну что ж, будем щупать. Это пока что ранний доступ или уже бета, вот написано бета, да. Ну, в общем, игра в разработке. Не уверен, что мы ее прям будем до конца проходить, но мы ее точно пощупаем, посмотрим, поиграемся. Ну, что-то тянет, знаете, тянет куда-то вот туда, вот на вот эту вот атмосферу, как там на РЕН-ТВшную какую-то, да, вот эту, или необъяснимо, но факт. Здесь очень много такого всего будет. Ну и плюс я посмотрел интерфейс, и вот некоторые картинки в этой игре что-то мне прям очень нравится. Вот не знаю, как-то прям вот в меня бьет стилистика. Вот это черный, белый, серый, вот эти штриховочки, акцентный желтый цвет. Не знаю, мне вот интерфейс очень нравится в этой игре. Я, наверное, только из-за этого интерфейса захотел в нее поиграть по большей части. Ну и плюс потому что какая-то инопланетная тематика, мне все же такое очень интересно. Итак, новая кампания. Сразу говорю, я не играл в старые XCOM. Я играл... Самый старый для меня XCOM — это Enemy Unknown, который уже вообще как бы не старый. Там уже все по-новому, все упрощено, оказуалено. Здесь же нас ждет лютый хардкор, как я себе это представляю. Поэтому сложность даже ветеран. Надо 10 раз подумать, стоит ли ее нажимать. Что вообще меняется? Давайте посмотрим. Ну, денег поменьше становится. Окей, я думаю, это допустимо. Начальный уровень паники. Вот не знаю, что это. Уровень паники в регионах-спонсорах устанавливаем в начале игры. Ну, это, наверное, аналог аватара, да? Чем больше паники, тем хуже, как бы. Видимо, чем меньше ее, тем лучше будет. Финансирование, ну, в принципе, не сильно отличается. Количество врагов, вот смотрите, стандарт, а тут уже много. Угу. Модификатор точности врага, они становятся чуть точнее. Вероятность выживания чуть меньше становится. Шанс, при котором солдат, лишившийся всего запаса здоровья, выживет. Ну, тяжелое ранение, типа, да? Вероятность выживания 10, 15. А что такая низкая вероятность выживания? Нифига себе. Допустим, ладно. Здоровье врагов. В ходе тактического боя отображается над головой запас здоровья. То есть на ветеране мы уже не будем знать, сколько хп у врага. Интересно. Урон будем видеть. Воздушные бои для меня темный лес. Бесплатный поворот при атаке. На солдате включен, на ветеране нет. Тоже пока не знаю, что это такое. Повернуться к врагу, прежде чем выстрелить. Это как какое-то олдскульное задротство, да, какое-то? Я бы, наверное, включал его в любом случае, потому что, по-моему, это какая-то бесполезная хрень. Разрушение брони после смерти. Динамическая прочность. Слушайте, мне нравится ветеран, но единственное, я бы включил вот это, потому что, кажется, это какое-то задротство олдскульное. И вот не знаю насчет здоровья врагов. Давайте попробуем первый трай без здоровья. Может быть, так интересно будет. Вот модификатор точности я бы на 100 все-таки оставил. И вот паники как-то, мне кажется, многовато для меня будет. То есть такой не до ветеран, не до солдат. Вот что-то среднее между ветераном и солдатом, короче, нажмем. Вступление оставим, да, потому что, я надеюсь, меня чему-то научат. Без компромиссов это Iron Man мы, конечно, не будем нажимать, потому что ранний доступ, игра вылетает, говорят, во-первых. А во-вторых, ну, как бы я ничего не знаю про эту игру. Возможно, мне придется использовать сохранение. Не хотелось бы. Вы знаете, я не люблю сохранение. Но на всякий случай не буду нажимать. Давайте начнем. The year is 2009. The world teeters on the brink of nuclear war.
Tensions between capitalist and communist nations are at boiling point. Русского не подвезли, да? Every opportunity for peace has failed, as if an invisible hand inexorably steers humanity towards annihilation. We Xenonauts know the truth. The dark forces poisoning our politics are not human in origin, and we must protect our planet against this extraterrestrial threat however we can. After years spent gathering information on an enemy that few believe exist, we are finally ready to strike back. The war for our future begins now. Очень классные черно-белые картинки. Вот эта картинка мне вообще очень нравится. Вот эта загрузка, вот этот корабль, чувачок оттуда выглядывающий. Не знаю, очень... Мне вот просто, но со вкусом. Не знаю, мне очень нравится. В заставке нам, к слову, сказали, что времена неспокойные. Мы, ксенонавты, будем типа защищать человечество. Кто-то там наводит смуту в рядах политики. И вот, ну, как бы все, типа, очень так, знаете, немногословно, пафосно. Видно, сейчас вступительная миссия будет как с этим связана. Давайте посмотрим. Надеюсь, она не зависнет. На первом видео не хотелось бы. Хотя вроде бы как бы тут непонятно, то ли 2D графика, то ли 3D. Так, приветствуем вас, ксенонавтов вторых. В Xenonauts 2 вам верена секретная организация, пытающаяся защитить мир от вторжения пришельцев. В рамках этого короткого обучения вы ознакомитесь с основами управления и событиями, пришедшими к началу кампании. Хорошо, предыстория, да? Вот, блин, ну, ребята, я не знаю, мне очень нравится этот интерфейс. Он простой, но почему-то очень нравится. Вот это все черно-белое, вот эти кнопочки, вот эти звуки. Прям прикольно, не знаю, мне нравится. Подсказки. В игре используются гиперподсказки, из которых можно получать дополнительную информацию. Если навести указатель на ссылку, откроется новая подсказка. Ништяк. Ссылку в ссылку, подсказок может быть очень много. Прекрасно. Главный ученый. Работа над радарной установкой завершена. Нажмите пробел. Теоретически теперь мы сможем отследить любой НЛО, попавший в радиус действия. Слава богу. О, какая симпотная. Мне нравится. Уже глава оперуправления неплохо у нас. Кажется, не все потеряно в этом мире. Не так-то просто было позаимствовать все, о чем вы просили. Не моя забота. Если мы хотим победить пришельцев, всем придется делать невозможное. Очень вдохновляюще. Каков наш план? Будем ждать. Вскоре корабль пришельцев наверняка окажется в зоне досягаемости. И тогда дело за командиром. Радиус обнаружения. Синяя вот эта область, синий радиус — это действие нашего радара. НЛО, оказавшееся в этой зоне, будет обнаружено. Их можно будет атаковать с помощью ваших перехватчиков. Ништячок. Скорость игры. Можно менять скорость игры. Нажмите выбрать максимальную. А я вот не люблю максимальную. Ну ладно, давайте. Ой, я не люблю максимальную скорость. Аномалии на общей карте. Две аномалии на карте указывают на действия противника, которые повысили уровень паники. С ними ничего нельзя сделать, но они могут указывать на наличие в регионе некой угрозы, вероятно замаскированной. В начале игры подобные аномалии обычно появляются в результате действий чистильщиков. Кто это такие? Однако рано или поздно их начнут создавать НЛО. Интересно. Убито политики. Фига себе. Обнаружено УФО-1. Размер маленький, скорость КРН. Что интересно КРН может означать? КРН. Высота высокая, направление запад. Отправить перехватчик. Если сбить этот корабль, в регионе не возникнет паника и, возможно, появится точка с местом крушения. Тактическое задание, в ходе которого потенциально можно получить ценные технологии. Отправить перехватчик. Отправить перехватчики. У меня 2 ангела. 1-2. Пулемет ракета. Прибытие 2.37. Статус готов. Все у них тут готово, да? Запустить. НЛО перехвачен. Автобой. Начать атаку. Преследовать цель. Ваши перехватчики настигли НЛО и готовы к атаке. В финальной версии здесь вы познакомитесь с основами воздушного боя. Разработка еще не завершена, так что пока давайте рассчитаем результат автоматически. Блин, а чё так? Ну ладно, автобой.
Мы топлива, кстати, очень мало потратили. Автобой. Успешно сбили. Немножко пострадал у нас ангел один. НЛО успешно сбит. Игнорировать и сразиться самостоятельно. Нифига, как можно еще. Если результаты не устроят вас, всегда можно провести бой повторно в режиме ручного управления. Блин, очень нравится мне вот стилистика вот этого интерфейса. Вот эти стрелочки, вот эти штриховочки. Прям прикольно. Чем-то, знаете, напоминает этот Homo World, по-моему, древний. Тоже там черно-белое такое все было. Тактическое задание. Тактическое задание. Любой бой, в ходе которого ваши солдаты атакуют врага в походовом режиме. На местах крушения НЛО выполняются стандартные тактические задания, в ходе которых можно собрать образцы технологий пришельцев для анализа учеными. Нажмите кнопку «Отправить боевой отряд», чтобы выбрать десантный корабль для задания. Давайте отправим боевой отряд. Но здесь, видимо, упрощено, да? Я его не собираю никак, он уже собран у меня. Давайте запускаем. А, нет, все-таки надо собирать, как будто бы, да? Здесь перед отправкой десантного корабля вы можете подобрать солдат и снаряжение. А вот мои солдаты, да? Но, скорее всего, мне не дадут их сейчас нормально подбирать никак. Потому что, типа, обучение. Ну, допустим, да, типа вот. То есть, видите, даже переключать их не могу. Ну, вообще тут как бы, типа, много чего будет потом. Окей, отправляем. Зловещий звук. Еще бы. Каждая ячейка чистильщиков в регионе снаряжает тактические отряды. Гадать, куда они направятся, не приходится. Нужно эвакуироваться. Чудесно. Прямо посреди моих исследований. Командир, рекомендую вернуть ваших солдат. Нужно удержать периметр, пока все не уйдут. Верно. Постарайтесь уцелеть. Вы вроде получше своего предшественника. То есть до меня был предшественник? Да, удачи, командир. Мы рассчитываем на вас. Не понял. Типа мы не отправили корабль, да? На нас напали в момент, когда мы собирались на них напасть. На нас штаб напали, да, похоже? Солдаты с высоким значением параметра силы дальше бросают гранаты. Ясно, понятно. Ну что ж, давайте пощупаем, посмотрим. Управление камерой. В сад. Круто. КУЕ. О, так все-таки 3D, да? Блин, слушайте, оно неплохо так выглядит. У камеры очень неплохой такой тормоз. Слушайте, приятненько. Высоту камеры можете менять с помощью колеса мыши. Великолепно. Единицы времени. В ходе тактического задания на действие бойца тратятся единицы времени. Вот эти, да? Запас на все действия общий, но он восполняется с каждым новым ходом. Солдат, потративший все ЕВ, единицы времени на перемещение, уже не сможет провести атаку. Угу. Запас единиц времени каждого солдата. Зеленая шкала. Ну вот она. Прекрасно. Вот и враги. Командир какой-то появился. Да, командир. Постройтесь и... Построиться и удержать площадку. А я один? Кем строится вообще? Никого нет, видите? Я один. Вы можете запланировать маршрут бойца, выбрав нужную точку на поле боя, щелкнув ЛКИМ. Ну, надо туда, видимо, да? Плавненькая линия, симпатичная. И мы бежим на 20-очку. Если кликнуть еще раз, мы побежим. Слушайте, ну, неплохо так выглядит вроде. Мне нравится. Уж для инди-игры-то вообще шикарно, по-моему. Поворот. Солдат может повернуться на месте. Для этого нужно выбрать точку и щелкнуть правой кнопкой мыши. А, вот так повороты, да, работают. Интересно, это потратило единицу времени или нет? Интересно. Теперь нужно отдать солдату приказ присесть. Так врагу будет труднее попасть в него. На приседание тратится 4. На возврат тоже 4. Блин, вот это вот задротство, конечно, древнее. Мне вот такое не очень нравится. Но, видимо, будем мириться. Типа, проще, чтобы они сами, конечно, садились бы. Типа, за меня умные геймдизайнеры бы подумали и такие, пусть он будет всегда садиться за укрытиями, да? Но нет.
Ну ладно, сяду сам. Все единицы времени потрачены, так что пора нажимать конец хода. Давай. Ой-ой-ой, звуки какие. А, наши пошли. Хорошо. И еще наши. Ой, как нас много. Ой-ой-ой, это же люди, не? Атакуем врага. Наведите указатель на врага, чтобы увидеть боевые данные. А, вот так просто навел и все, да? Слева от прицела вы видите шкалу зеленого цвета. Это сколько мы потратим очков. Угу. Справа шансы на попадание. Причем вот здесь вот вы можете обратить внимание, что от чего зависит. Точность солдата 60, точность выстрела 1.20. Почему автомат так действует? Тут, видите, не все переведено, но когда нас это останавливало, да? Минус 2 армора за хит, интересно. Но тут ничего не написано про точность какую-то дополнительную. Хит-бонус. 1,5% за тайл. Режимы. А, вот может быть режимы влияют. Ну слушайте, давай по обучению будем идти. Нажмите ЛКМ, чтобы отдать приказ выстрелить. Ну, послушаемся игру. Бам. Случайно при пересчете урона. Вы попали в цель и нанесли 30 единиц урона. Попадание наносит урон в размере от 50 до 200% от базового значения. Зависит от задетой части тела. То есть тут еще навороченные еще части тела есть. У солдата хватает единиц времени для повторной атаки. Произведите второй выстрел по той же цели. Давай. Готов, да? Солдат убит. Отлично, вы убили врага. В рамках текущего хода у этого солдата не осталось единиц времени, так что давайте выберем следующего. Нажмите пробел. Нажал. Наведите указатель на выделенного врага. Именно на него. Дистанция. Так, еще раз. Квадратиками между стрелком и целью обозначена траектория выстрела. Зеленый цвет — эффективная дистанция стрельбы. Оранжевый превышает предел дистанции. Если превысите предел дистанции, шанс попадания на наносимый урон снизится. Модификатор дистанции, вон там снизу, видите, минус 30%. Интересненько. Но мне все равно говорят, надо атаковать. Давай атаковать. Вот, собственно, и мимо. К сожалению, солдат промахнулся. Пробел. Перебежать, да? Короткая дистанция. Этот солдат вооружен дробовиком. Ну да, видите, вообще не алё. Еще укрытие, смотрите, снижают. Минус 40, видите? Нифига. Интересно. Давайте игру послушаем, перебежим сюда. Ух, как он перепрыгнул. Слушайте, очень качественно сделано на самом деле. Режимы стрельбы. У большинства видов оружия есть несколько режимов стрельбы. Угу. При указании цели по умолчанию выбирается самый затратный режим стрельбы с максимальным соотношением точности на единицу времени. Однако в нашем случае лучше сделать 2 выстрела с низкой точностью, так как у дробовика есть пассивный бонус за короткую дистанцию. Что, правда? Плюс 37, да, смотрите, модификатор дистанции. То есть мы можем... А как наведите указатель на цели, проведите атаку? Я выбрать-то могу эту фигню, нет? Не, я не могу выбрать. Ну, и нажать не могу. А как выбрать-то? Погодите. Другой режим-то стрельбы. Колесико не выбирает. А, во, второй. На вторую кнопку, что ли, получается? Или как я это сделал? Только что вроде бы я как-то выбрал. Блин, не понимаю. Погодите. Ну ладно. Промах, еще разок. О, второй попал. Хорошо. Удача была на вашей стороне. Меня нажмите пробел. Перейти к следующему. Пока не понял, как режим переключать. Но я думаю, разберусь. Так, это, похоже, снайпер у нас. Укрытие. Шанс попадания этого выстрела невелик, поскольку цель находится за высоким укрытием. Подобный расчет шанса попадания отображается в правом нижнем углу. Да, видите, вон ящики типа вот эти вот на минус 60 нам дают. При расчете шанса попадания учитывается лишь самое крупное препятствие на траектории выстрела. О, это может быть важно. То есть если бы вот он стоял, например, вот здесь,
и мы бы целились через вот эти два укрытия, вот это бы влияло в большую степень, получается. Интересно. Большинство объектов большинство объектов ландшафта ксенонавтах вторых можно разрушить, чтобы получить преимущество в бою. Для выбора выделенного солдата щелкните... Угу. Видимо, нас сейчас научат уничтожать, да? В свободном режиме стрельбы в качестве цели солдаты могут выбрать что угодно. Нам нужно уничтожить ящики, мешающие выстрелы. Удерживая Ctrl, можно выбрать ящики, да, получается? Ну, давай бахнем. По ящику просто разлетелся. Отлично, ящики уничтожены. Слушайте, интересненько. И обучение это хорошее какое. Все планомерно, плавно все объясняет. А ну-ка. Красиво. Гранаты подходят для нанесения урона и разрушения укрытий. Щелкните подрывной заряд. Ну, ты его так далеко бросать можешь? Нифига. Нифига ты его далеко бросаешь. Ты в своем уме вообще? Что за питчер такой? Ну, давай. Оп. Жестко, жестко. Дополнительное оружие. Солдату не хватает единиц времени на выстрел из основного оружия, но в ячейке дополнительного есть пистолет. Берем пистолет. Вот так. Вот этими желтыми полосками, да, помечается, что выбрано. Прикольно. А какого? Любого? Бац. По 12, да, тратит? Хорошо. Слушайте, анимации прикольные. Ну, вот эти эффекты выстрела пулей, да, так. Симпатично. Перед последним солдатом стоит нелегкий выбор. На такой дистанции точность стрельбы из дробовика низкая. Да и цель находится за серьезным укрытием. Возможно, лучше приблизиться к врагу и зайти сбоку. Может решить, стоит ли совершить маневр вроде этого. Щелкните медленную клетку КМ, чтобы продолжить маршрут. В режиме предпросмотра вы сможете увидеть шанс попадания и затраты единицы времени при атаке из конечной точки маршрута. Чтобы узнать эти данные для текущей позиции, наведите курсор на выделенного врага. Теперь нажмите Shift. О, как интересно. То есть просто навожу, просто показывает отсюда. Оттуда будет вот так. Прикольненько. Ну, это хорошо. Еще если нажать, оно выполняется. Понятно. Поздравляю, все враги уничтожены, конец хода. Давай. Это не все, кажется, да? Да, мягко говоря, не все. А что так много-то? Их слишком много. Отступить в соседнюю комнату. Огонь при наблюдении. Прикажите выбранному солдату переместиться на выбранную клетку. Давай. Ах ты пес! В спину. Огонь при наблюдении. Ваш солдат убит вражеским огнем при наблюдении. Такой режим может активироваться во время действия оппонента. Если по завершении предыдущего хода у бойца остались достаточно... очков действия я заменю, короче. Что-то ЕВ странное. Чтобы предотвратить огонь при наблюдении, нужно подавить врага, например, с помощью светошумовой. А нигде не показано, у них овер стоит или нет? Бросьте ее на выделенную клетку. Вот туда, да? Давай. Бам! Подавлен. И присели сразу, да? Неплохо. Все враги в этой области попали под эффект подавления. В этом случае оппонент немедленно лишается запаса единиц времени, а заодно и возможности вести огонь при наблюдении. Ведь он не сможет выстрелить. Кроме того, с началом следующего хода запас будет меньше на 50%. Ой, слушайте, светошум имба, похоже. Завеса. Ухудшение обзора также помогает сберечь солдата от вражеского огня. Шашки отлично подходят для защиты отряда, так как шанс попадания снижается за каждую клетку с дымом на траектории полета снаряда. Вот это немножко отличается от XCOM стандартного. В XCOM, как вы помните, дым надо кидать именно на себя, и пока ты в дыму, шанс снижается. А здесь, получается, ты ее бросаешь, нам все равно, смотрите, говорят, на них надо почему-то бросить. Но вообще, как я понял, если бы я ее бросил, например, вот сюда,
то эти товарищи просто еще сильнее дебафались бы, кажется. Ну ладно, давайте так сделаем, как игра просит. Я и себя просто, видите, тоже тут немножко. Отлично. Враги либо подавлены, либо истратили запас ЕВ, либо ничего не видят из-за дыма. Ништяк. Переместите солдата на выделенную клеточку. А какого? Этого? Давай. Перейти на следующую позицию. Мы должны сдержать врага до окончания эвакуации. Поздравляем, обучение завершено. Теперь вы готовы сразиться с пришельцами в рамках кампании. Так. Задание выполнено. Окей. Вообще было бы неплохо дать, как бы самому немножко здесь пострелять, побегать. Но может быть, ладно, сейчас посмотрим. Вроде все понятно, обучение очень понятное. Даже не бесячее, кстати. Все по делу. Загрузки только долгие, не понимаю почему. А, командир. Хорошо, что вы наконец-то здесь. Прошу прощения за задержку. Это место не так-то легко найти. Конечно, в этом и смысл. Командир, как хорошо, что вы с нами. Добро пожаловать на запасную базу. По моему приказу, командный центр и склад с припасами уже организовали. Как тут забыть о том, что наш новый дом — заброшенный ядерный бункер со всяким хламом из 60-х. Надеюсь, не гнушаетесь холодного душа, холодной еды и холодного всего. Слушайте, мне нравится, как разговоры здесь построены. Они очень короткие, простые, понятные, и даже, видите, юмор присутствует. И какое-то даже отношение интересное присутствует. Вот этот товарищ, например, весь такой холодный, а здесь как бы, ну, блин, прикольно. У меня пока положительные эмоции от игры. Кого это пугает? Тот в армии не задерживается. Да, естественно. Какие данные по чистильщикам? Переехав, мы выиграли время, но поиски они не бросили. Если в скором времени не уничтожить врага, он найдет нас и нападет уже здесь. Но это не главная наша проблема. Верно. Исходя из проведенного анализа, при достаточной расчетной массе инопланетная активность начнет следовать математически предсказуемой модели. Для точности рост экспоненциальный. И мы приближаемся к концу кривой. Можно попроще. Вздыхает товарищ. В нашем небе будет появляться все больше НЛО, причем крупных по габаритам. Думаю, вскоре пришельцы начнут полномасштабное вторжение. Не нравится мне все это. Сколько у нас времени? Несколько недель. Что-то так себе, да? Максимум пара месяцев. Ой, очень так себе. Используйте ситуацию по максимуму. Выберите место для первой базы. О, вообще любое, да, можно выбрать? Так, а бонусы, ну, видимо, любой, да, типа просто на свой вкус и цвет ставь куда хочешь. Ну, вообще в Африке как будто хочется, да, по центру. Так, типа, комфортнее. Может быть, на Кубе где-нибудь. Или вот здесь вот на островах приятных каких-нибудь. Не знаю, на что это влияет. На что это влияет. Насколько я наслышан, с НЛО там есть какая-то такая тема, что их лучше не сбивать над водой, лучше сбивать их над землей. И, соответственно, лучше базу ставить где-то там вот, ну, типа на земле. Получается. Давайте я поставлю на Урале. Вот у нас Уральские горы идут. Наверное, где-нибудь вот здесь воткну. Не знаю, хорошо это или плохо, но я вот хочу там. Давно не был у себя на родине. Поставлю там базу. Назовите базу. Назову Урал. Она же там стоит. Пускай там будет. Анализ вторжения. Ух, много текста. Ну что, погнали. Командир, складывается впечатление, что скрытый этап вторжения пришельцев подходит к концу. Так что я официально передаю управление нашей организацией вам. Операционная деятельность остается на мне, но без руководителя с опытом боевых действий нам теперь не обойтись. К слову, об обстановке. Наши дела идут на удивление неплохо, даже с учетом недавних событий. Вертолет вывез весь экипаж, весь гражданский персонал, в том числе и главного ученого, который всю дорогу жаловался на то, что мы спасли ассистентов, а не его записи. Это еще раз, смотрите, нам подчеркивает вот этого персонажа, да? Что он, мягко говоря, не очень людимый. Прошу.
подавляйте в себе желание причинить ему физический вред. Иметь такого руководителя исследовательского дела неприятно, но будет только хуже, если он перестанет его возглавлять. Этот человек гений, вносящий неоценимый вклад в борьбу с пришельцами. Хорошо. Чтобы заткнуть его, достаточно доставить все требуемые образцы, отыскивайте врагов, убивайте их, отнимайте у них снаряжение, делайте все, что посчитаете нужным. Наша главная задача — узнать как можно больше о пришельцах и понять, как одержать победу над ними. Пока данных не хватает, стоит заняться анализом инопланетных технологий, чтобы уравнять наши шансы в бою. Захватчики будут сами виноваты в том, что начнут погибать от собственного же оружия. Угу. Политические вопросы я улажу, конечно, если вы сможете сдерживать уровень паники. Мои агенты не справятся с работой в регионах, охваченных паранойей, ведь при таких условиях мы лишимся финансирования, а пришельцы получат возможность действовать беспрепятственно. И если будет потрачено слишком много регионов, никому не удастся предотвратить начало ядерной войны. Типа в панике правители государств начнут просто долбить ядерками, да? Понятно. Ну что ж, начнем. Свежий кофе уже сварен. Блин, ну присутствуют такие элементы приятные. Текст хороший. То есть ребята работали над текстом, очевидно. Очень хорошо написано все. Доступны новые исследования. Назначить исследовательский проект. Давайте глянем. Вот наш унылый этот исследователь, да. Нет выбранных проектов. Инженеры-ученые не задействованы ни в одном проекте, занимающемся поддержкой работоспособности базы. И занимаются работоспособностью... Блин, да что ж такое? Я прям заговариваюсь. Занимается поддержкой работоспособности вашей базы. Каждый из них будет ежемесячно приносить небольшой доход. Интересно, каким образом? Боевой транспорт. Ну, у нас одно только есть. Разработка роботизированного боевого транспорта, средства огневой поддержки наших солдат в ходе заданий. Давайте. Начать, да? Окей. Пока ничего такого нет. Можно ученых вот нанимать. Жилая площадь. Потенциал. Допустим. Командир всегда входите без стука. Что-то нафиг, а? Главная база у нас тут есть. Урал. Ух, как много параметров. Солдаты, ученые, инженеры. 5, 5, 12. Интересно. Интересно. Так, подождите, дайте... Все, похоже, да, обучение кончилось, меня бросили, короче, в игру. Играй не хочу. Ну окей, давайте по вкладочкам пройдемся по очереди. Паузы видео нет, но есть очень медленное время. Минуты вот так тикают, да. В принципе, допустим, окей. Вот карта, вот наша база. Кликая туда, мы попадаем на базу. Собственно, вот база. Энергия, жилая площадь, 22 из 24. Что нам дает жилую площадь? Попытаемся понять. Генератор, лифт, склад. Жилые помещения нам это дают, похоже, да? Кровать, base living capacity. Да, это жилые помещения. Исследовательский потенциал 5, производственный 5. Почему? Меня интересует. Потому что у нас, наверное, вот эта инженерка, да. А вот это ученые, да. Вот почему по 5. Вместимость центров подготовки 12.0. Нету, короче, этого. Здесь можно увидеть число солдат, приписанных к базе, и количество ячеек, доступных для тренировок. Если ячеек для тренировок не хватает, солдаты не могут проходить полноценную подготовку, а ее эффективность снижается. Каждый ВС получает меньше очков развития. Допустим. Вместимость ангаров 3 из 3, вместимость складов 4 из 150. Радиус обнаружения, скорость исследования, вероятность выживания 10. Кстати, похоже, может влиять на это, что ли? Как-то, наверное, можно будет влиять на это. Интересно. Ну так, вот это что у нас? Доступные здания. Ракетная батарея есть, ничего себе. Я вот так выбираю и строю. Вон оно что. Так, ну пока не будем, пока дайте я все посмотрю. Здесь исследование идет. Если постоянно будете отвлекать меня, продуктивнее я не стану. Ему реально хочется втащить, а. Ну ладно. Производство. Качественное производство, залог куда-то там улетело, да. Немножко у них тут со слоями проблемка. Надо слой поприоритетнее ставить фразам, связанных с текстом. Так, ну, производство. Что мы можем тут производить?
Кораблики, я вижу. До хрена стоит. 350 тысяч. Skyhawk. Десантный корабль. А у меня сколько? Ну, мы посмотрим сколько. И броня есть, да? Броня защитник. 10 тысяч, 11 часов. Вот, кажется, можно штучку одну закинуть. Пусть делают. Все, заняты ребята. Солдаты. Ага. Цветовое, смотрите, отображение того, насколько офигенный стат. Приятненько. Стрелок, стрелок, пулеметчик, штурмовик, снайпер, защитник. Сколько вообще классов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 классов, да? У нас, значит, 9 человек. Это команда с хайховкой вот этого. И трое пока никуда, да? Причем звания, смотрите, разные. Все капралы, но есть 2 сержанта. Уволить, перебросить. Это менеджмент. А, это как бы под вкладки, которые снизу, да? Я бы, конечно, под вкладки делал бы здесь. Это было бы логичнее, но ладно. Погибших нет. Нанять солдат еще. О, как много можно нанимать. Но это рядовые будут, да? По десятке стоит один. А у нас 2 ляма. Хорошо. А можно как-то посмотреть солдат? Потыкать в них? Позаходить? Во, вот, подождите, как я это сделал? Я 2 раза нажал? Да, 2 раза нажимаешь, смотришь на солдата. Допустим. Допустим. Так, давайте-ка с первого начнем. Тоби Томпсон. Стрелок. Я могу любой класс ему дать или что? Серьезно? Тоби Томпсон. Выкладка. Роль солдата. Определение роли солдата упрощает сортировку и подбор выкладок. Солдату, получившему определенную роль, будет автоматически выдано соответствующее снаряжение. Вы также можете быстро выдать бойцу выкладку по умолчанию или обновить... ну то есть классов-то по сути нет, короче. Типа ты просто что хочешь, что даешь, да, ему? Стрелок будет с автоматом, штурмовик с дробовиком, гранатометчик с гранатометом и пистолетом, пулеметчик с пулеметом, пистолетом, тактический модуль. Подожди, что это такое? Это патроны, да? Это патроны. Взрывной заряд. Набор датчиков, прикрепляемый к тактическому жилету солдата. Информация, собираемая ими, позволяет немного улучшить точность выстрела. Ничего, какие-то продвинутый какой. Стрелок с аптечкой. А штурмовик тоже с аптечкой. Ага. Защитник со щитом вообще. 80 хп у него. И он очень много весит. 50, я смотрю. Угу. Ну, понятно, танк такой, да? Снайпер с винтовкой и тоже вот с этой байдой. И светошум. Дым ему дают еще. Ну, логично тоже тогда. Бронезащитник. 12 появилась, смотрите, защита. Здесь 0. Да, тут, конечно, вникать надо, прям вникать. Медаль за выдающуюся службу. После успешных выполнения 10 заданий за карьеру солдат будет представлен к ТТТ. Все характеристики каждого бойца будут увеличены на 1 единицу. Они разные, что ли? О, они разные, нифига, прикольно. Вот это прикольно очень. Прикольно. Давайте по статам посмотрим бойцов. Это ОД, короче, да? 50. От чего оно зависит? — 47 это просто статы солдата, кажется. Да, то есть они от солдата к солдату немножко отличаются. Ага. Здоровье понятно. В принципе, точность тоже понятна. Сила. Показатель силы используется при расчете переносимого веса, дистанции броска гранаты и влияние отдачи при стрельбе очередями. Солдат получает 10 очков развития за каждую единицу времени, потраченную на... Очень сложное что-то, погодите. Солдат получает 10 очков развития. Блин. За каждую единицу времени... Блин, как подсказку-то словить? Shift зажать или Alt или что? Сейчас. Блин, она исчезает быстрее, чем я успеваю навестись. Вон.
Если солдат заработал 1000 очков развития, одной из характеристик ее показатель увеличивается на 1. Самый быстрый вариант набрать очки развития — участие в тактических заданиях. За уничтожение врага боец получает 200. Ага. Способ улучшения. Понятно. Каждый стат сам по себе качается. Я понял. Угу. Ладно, сила. Самое главное, что нам надо понять, что сила — это хорошо для тех, кто бросает гранаты, для тех, кто много таскает, и для тех, кто стреляет очередями. Интересно. Рефлексы. Определяют, когда будет проверена атака по возможности. Тихо. Тут вот надо приноровиться так вот быстро. Оп. Блин, да что ж ты? Не могу подловить подсказку. Ладно, не буду. Чем выше показатель рефлексов, тем меньше вероятность попасть под огонь при наблюдении. Угу. При счете вероятности определяется роль оставшей последней единицы времени. Если запас незначительный, любой пришелец, у которого хватает единиц времени, проведет атаку по возможности, несмотря на значение показателя рефлексов цели. Там восклицательный знак стоит, как будто это что-то важное. При расчете этой вероятности определенную роль играют и оставшиеся у бойца единицы времени. В общем, там какой-то конфликт вот этого стата рефлексов и единиц времени пришельца. И если рефлексов дофига, то пришелец типа не успеет выстрелить. Что-то типа того. Когда игрок заканчивает ход, солдат получает 20 очков развития за каждую сохраненную единицу времени. Не будут порачены наведение огня при надеве. Нифига, интересно. А натиск на задачи, если этот показатель высок, бой солдат будет меньше боевого духа. Это воля, короче, это воля. Все, я понял. Ну, базово так ознакомились, да. Оружие, в принципе, вот все представлено. Сейчас оно пока что все бесконечное. Пистолет, дробовик, автомат, снайперка, пулемет, гранатомет. Здесь самое важное, я так понимаю, заряды знать. Но мы это в бою пощупаем и запомним. Предметы. Осколочная, светошумовая, дымовая. Вот подрывной заряд интересно. Он весит 6, наносит 25 дамага, сносит к чертям просто урон, 12 армора, да? Радиус 1,5. Троу. Написано троу. 100% точность, 51 ТУ, не знаю, что это такое. Тут тоже, в принципе, 151. Но здесь, смотрите, урон разный. Здесь 35 урона и бласт радиус 2,5. А здесь бласт радиус поменьше и урон поменьше, что интересно. Но зато здесь урон окружению 2, а у подрывного заряда урон окружению аж 12. То есть это именно стены сносить всякие и преграды, а это именно врагов. Вот так вот, да? Заряд С4. Объекты ландшафта. Damage 50. Blast радиус 2. Его, наверное, бросать нельзя. Ну, допустим, ладно. Ножик есть еще, ничего себе. Кому это надо вообще? Так, это что у нас? Трудности перевода, да? Винтовка, щиты. Что-то накосячили. Ладно, щиты. Модули. Тактический. А вот это что такое? Стальные пластины. 3 армора добавляют, но весят вес. Ага, интересно. Так, смотрите, что я усвоил. У нас бронезащитник меньше, чем солдат. Кажется, надо сразу же их налепить, какое-то количество. Я бы 3 штучки налепил, мне не жалко. Склад. Вот бронька, и все, да. Поэтому 350, окей. Арсенал. Это переход вот в солдат. Пойдет. Летательные аппараты. Те же самые Ангел 1, Ангел 2. Уже, правда, выздоровленные, да. Переместить, списать. У них есть ракета. 2 ракеты. И пулеметик. Что значит 8 места? Не очень понятно. И там 8 места. Не знаю, что это значит. Так, а тут у нас вот так вот, да? Интересно, как интересно. Ну, игра, наверное, за меня тут уже все подумала и грамотно распределила, да? Единственное, я бы снайпера, может быть, сюда поставил. Еще одного снайпера сюда.
Штурмовик спереди. Защитник по центру вообще. Защитник, я так понимаю, со щитом бегает, да. 2 штурмовика. За ними 1 стрелок. Другой стрелок. Вот этот стрелок с этого фланга пойдет. Пулич с этого фланга пойдет. И может быть вот так. 2 стрелка, тут пулич. Вот как-то так сделаю, чтобы и сюда выбегать можно было, и туда выбегать. Хорошо. Вау, ксенопедия. Ну это вообще прям можно залипнуть тут. Это мы уже читали. Баллистическое оружие. Пробивание брони 0. Разрушение брони 2. Стандартное оружие, находящееся в вашем распоряжении. Его легко приобрести. Также количество не ограничено. Арсенал весьма разнообразен. Обратите внимание. Ну да, окей. Броня. Тактический костюм. Ну, у него все по нулям. В общем, это просто бронька, да? А вот защитник, интересно. Вес 20 сразу. Аж сразу 20. Еще минус 5 к точности дает. Но зато 12 брони. Это хорошо, это хорошо. Перехватчик можно почитать. Прикольно. Ну вот Википедию я обожаю, конечно, в играх. И тут еще такая красивая картинка. И все прям написано. Это мы как-нибудь обязательно зайдем и почитаем все. А сейчас, я думаю, я и так вас утомил. Надо, наверное, как-то играть. Мне, конечно, хотелось бы от разработчиков какое-то указание сейчас, типа, что делать. Тут еще, видите, еще какие-то кнопки есть. Это уровень паники, я так понимаю, в секторах. Да, очень похоже на то. Запустить зачем? Выберите цель для начала задания. Окей, это, видимо, если мы что-то обнаружили, можно туда перелететь, допустим. Построить базу. Стоимость 750 тысяч. Еще одну можно зафигачить, да? Финансовый отчет. Общий доход. Next. Так, погодите, что за next? Они мне столько принесут? То есть у меня расход... То есть они мне 2 миллиона принесут? Я могу еще базу воткнуть, получается? Слушайте, солидно. Я бы, наверное, знаете, что сделал? Нанял новобранцев. Сейчас посмотрим по точности, наверное, самых таких бравых ребят. Например, вот тебя бы я нанял, девушка-корейка, кореянка. И еще одна девушка из Австралии, похоже, да? Или откуда она там? Точности вообще, конечно, они не блещут. А ЕВ что такое? Я забыл уже. Очки здоровья. А, единицы времени. Активные очень ребята. То есть это штурмовик, может быть. Опять девушка, на удивление. И снова девушка. Тут вообще одни девушки. А, у меня площади нет. Я только 2 могу нанять. Давайте наймем, пригодятся. Так, и раз смотрите, раз нет жилплощади, первое, что пришло на ум, кажется, жилплощадь надо накинуть. Еще вот я вижу плюсики. Плюсики, наверное, дают какой-то бонус. И... Надо, наверное, как-то с умом, да, строить. Так. Жилое помещение. Добавлять 10. Если рядышком еще одна есть, то плюс 4. То есть, ну вот так можно здесь вот нафигачить, да? Пихаем 15 дней, допустим. Тут у нас лаба, видимо, вот здесь лабы напихаем. А это что? Склад. А это лифт. А зачем он? А, для защитной операции. Это, наверное, начало базы, типа, да? Ага. Так, ну в складе точно нет проблем. А вот радар. Радиус обнаружения 750. Но у меня есть тут один. Энергозатраты 60. Не знаю, есть ли смысл второй ставить? Наверное, нет. Я бы лабу поставил. 2 research capacity. Наверное, да. Это хороший был бы мув, кажется. Давай. Сколько денег? Так, пойдет. Медицинский, да? Пока, наверное, не надо. Вот центр подготовки, кажется, надо. Кажется, надо. Где мы будем его ставить? Тут вот 4 лабы, наверное, будет. Здесь можно 4 центра подготовки зафигачить. Или вот здесь, может быть, лучше. Тут мастерские, допустим. Тут лабы, тут подготовки. Тут фигня вот это. Или, может быть, вот здесь центры подготовки сделать парочку. Я не уверен, что мне их много надо будет. А бонус они с чем будут давать?
Они, мне кажется, с жилыми помещениями должны рядом стоять, не? А, у нас еще энергия кончается на это дело, все. Так, допустим. Слушайте, я бы базу построил еще одну, раз дают. В Америке, например, в Мексике. Да? Чего бы нет? Где-нибудь здесь вот. Побольше охватить, чтобы... Или, может быть, все-таки ближе вот к Америке, да? Все-таки туда куда-нибудь. Или, может быть, вот вообще вот так, типа, все чисто Америка, а потом здесь еще база будет. А давайте вот так еще одну. Назовем ее... Я не знаю, там Техас или не Техас. Как он пишется вообще? Техас? Пусть будет так, неважно. Вот, и надо лифт воткнуть. Я бы втыкал тоже здесь, чтобы во все стороны можно было идти. Навигатор в правом верхнем углу экрана. Ага, не показывает. А хотя нет, пусть показывает. Пусть показывает. Я бы здесь поставил. Кажется, что надо много куда будет, в какие стороны идти. Или вот здесь, допустим, поставить. Тут самолетики. Не, вот здесь, кажется, лучше. Вот ставим. А я могу сразу нафигачить? Мне же радар нужен будет. А у меня деньги кончатся очень быстро от этого. Ну, генератор, наверное, в приоритете. Все, деньги все потратили. Я не знаю, правильно я делаю или нет. Я бы сохранился. Один. Пока. Ну и давайте мотнем. Подождем, что-нибудь произойдет вообще. А за прогноз, кстати, вот денежный прогноз этот. Где я его видел? Погодите. Финансы, вот. Next, это что значит next? Открыть. Это расходы, отчет. А, я деньги плачу персоналу. Ой-ой-ой. За обслуживание зданий деньги плачу. Жестко. На корабли дофига уходит денег. Окей. Ну, вроде там в плюс, как бы, да? Ну, давайте, ладно. Денежек оставил немножко. Я не знаю, с какой скоростью тут надо мотать. Может быть, с большой. Там вон что-то производится у нас. А исследование исследуется? Исследуется. Видимо, мотаем просто. Опа. Производство разрешено. Типа заняться им нечем, да? Блин, а я не знаю, чем заниматься, ребята. Ну, давайте еще 8 штук, чтобы было, сделаем. Мне хватит, я думаю. О, тактическое задание. Группа пришельцев-исследователей. В регионе заметили пришельцев-исследователей, собиравших данные. Если ликвидировать этого врага, наша организация получит инопланетное снаряжение для анализа. Тип задания: ликвидация, биом пустыня, оставшееся время 3 дня. Награда за победу: паника снизится в Африке на 5, а если мы туда не пойдем, то накинется паника. Естественно, отправить боевой отряд. Skyhawk. Я доверюсь всему тому, что игра уже туда загрузила. Я пока ни черта не понимаю. Пока просто поиграем так, как игра за нас играет. Ну хотя мне все равно, видите, дают провериться, да? Но я не буду сильно как бы тут... Вес груза вот... Давайте проверим просто, чтобы везде под завязочку было. Вот здесь не под завязочку. А на что это влияет? Вот смотрите, если я сейчас ему напихаю что-нибудь сюда, ну типа там, не знаю, ни на что не влияет же, да? То есть у нее как было 47, так и остается. То есть можно смело накидывать сюда что-нибудь. И вроде нормально даже, да, работает все. То есть можно и смело, например, броник дать вот такой. И с ней все хорошо при этом будет. Ага, так, то есть это работает. Тут броня-защитник, ништяк. Штурмовиков тоже защитник. Тоже защитник. Пулеметчика вот нет защитника. Но у него тут и... светошумна еще один.
Вот дым уже не хочется давать. Тогда так. Ну или может быть для разнообразия и свет, и дым дадим. Снайпер. А 2 можно таких одеть? 12 весит. Повлияет ли это на что-то? 4 аккураси. Точность 61. А, нельзя 2, да? 2 нельзя. Ладно. Тогда свет, дым. Патроны. 5 патронов, да? Ну, кажется, нормально вроде. Блин. Ну, давай еще патроны. Так сделаем. Так нормально будет, кажись. Стрелки вот меня волнуют. Я могу всем, конечно, по пластинке выдать. Может быть, я так и сделаю. По пластинке. По патронам, наверное. Что-то одна обойма мало, кажется, нет? О, другое дело. Другое дело. Так вот, да? Тут еще что-то влезть может. На, еще гранату. Хорошо. Сколько граната весит? 6 она весит. Тут граната, кажется, влазит. Блин. Чуть-чуть не влазит. 6. 6, они все по 6. Ну ладно. Хотя, может быть, знаете, одну-то и фиг с ним. Ну, 57 и 57. Ну все, короче, я думаю так. О, как далеко. А мы долетим вообще? Ага, оно летит вот так. 3 дня доступно, мы должны успеть. Вот, собственно, и первая миссия наша будет. Как оно будет? Данный персонал прибыл. Это 2 новобранца прибыло. Где они есть? Они анасигнет все. Рядовые, да? Рядовые. Вот в стрелка назначили рядового этого. Тоже в стрелка. Они вообще все в стрелка. Надо подумать по статам, посмотреть. А я же метких вроде брал, да? 66. Давай вот снайпера сделаем из тебя. Может быть. 54. А погодите, вот точность-то 68, я не туда смотрю. Вот точность-то 66 и 68. Но это точно снайпер. Я бы эту тоже в снайпера сделал. Тут вообще какой-то парень на все руки мастер. Шикарный, пусть стрелок будет. Тут рефлекс и натиск. Я бы сделал из него штурмовика, может быть. Что-то сразу плохо ему стало. А, сила, наверное, большая нужна для штурмовика. А если защитника? То же самая история. А гранатометчика. Интересно. То есть только на стрелка котируется. Ну ладно, 3 стрелка, 2 снайпера, пускай. Пускай. Skyhawk 1 находится начать тактический бой. Отлично. Все, наконец-то первый бой. Посмотрим, как оно. Тут уже мне, я так понимаю, подсказывать не будут. И за ручку водить никто меня не будет. Надо будет самому отыграть. Ну, посмотрим. Музыка, кстати, тоже мне нравится. Такая прям тревогу какую-то такую нагнетает. Инструктаж. Надо всех убить и не потерять всех. Командир, энергосигнал почти на пике. Скорее всего, поблизости есть инопланетные формы жизни. Будем надеяться, что они не ждут боя. Остановите сопротивление, захватить район. Окей, опа. Сектоиды.
Уже вижу, вон негодяи. Негодяи. Патроны. А, вот выбирать можно. Вон у нас чувак со щитом стоит. Прикольно, прикольно. Так, ну видим двоих, да. Есть еще человек какой-то. Мне кажется, или у него пистолет? У него пистолет в руке. Вообще, это мутная история. Наш ли он? Тут вот будет 56 точность, да? Так, 17 стоит, 24 стоит. Если мы сюда пойдем, то это 49. 56, вообще так все шансы. Давай подойдем. 49, да? 27. Я вроде как смогу, кстати, выстрелить даже. Вот знаете, что не хватает? Вот когда я сюда нажал, чтобы у меня здесь снизилось до того значения, на которое я хочу. Ну, допустим. Опа. Сразу же отхватил. А что он выстрелил вообще? Падла. У одного из ваших бойцов открылось кровотечение. Пока его не остановят, в конце каждого хода он будет лишаться 5 хп. Ой-ой-ой. То есть броня не помогла. У тебя же куча брони была. Аптечка позволит не только остановить кровотечение, но и восстановить запас здоровья. Ну, аптечка у тебя есть, благо. Так, погодите, я накосячил, кажется. Кажется, в них надо было что-то бросать. Что-то типа светошумовой. Вернись. Еще один. А это что такое? Еще один. Блин. Так, а ну-ка светошум. Да, надо было светошум бросать, кажется, на них. 35 потрачу, давай. Во. А чё ты стреляешь-то, блин? Почему они стреляют? Я пока вот этого не понимаю. Почему они стреляют? Отойдем. Так, ну вот здесь вроде как теперь можно действовать, да? Решение. Опять стреляет. Я не понимаю вот этого прикола пока. Почему они стреляют? Вдохнул дым. От цвета шума дым остается. Отображается в виде цифр желтого цвета на головой цели, суммарно в виде желтой линии на шкале АЗС. Суммарно. Блин, слушайте. Я тут накосячил. Не дайте заново, погодите. Что-то механики, конечно, встретили меня пинком в лицо. Они почему-то все в меня стреляют, и я не понимаю, почему. Вроде бы я их даже оглушил второй раз, но он все равно в меня выстрелил. Я не понимаю, почему так происходит. Ну, я читал там про... Типа у них есть как? У них есть очки действий, да, у этих пришельцев, получается. И они как бы их используют, если я двигаюсь. Блин, ну это как-то стрёмно, типа... Не знаю, как-то прям... Как-то тупо, не? То есть их надо как бы глушить, получается? Или что с ними делать? А гранату вот я могу сразу кинуть? Могу выглянуть, попробовать вот так. Оп. Кинуть гранату попробовать. 100% шанс. За нее опять стреляет почему-то. То есть, окей, одного я покоцал, но этот выстрелил в меня какого-то хера. Давайте, может, танком бежать вперед. Ага. Товарищ там выстрелил. Танкуем, получается, щитом, да? Что значит 30 из 50? Не очень понятно. Пока. Так. Еще можно сесть, да? Это что? Сосредоточенность. Дает 30 боевого духа. Но он потратит очень много этого. А боевой дух это вот это, да? Угу. Это если угроза паники есть, я понял. Так. Давайте попробуем, может быть, снайпером выстрелить. Шансы не ахти, конечно. Прицельный выстрел обычный. А, тут вообще скопать. Скопать. Ну, попробуй. 50 на 50. Ой, красиво попал. Попал. Подойди.
Да как ты? Я... вообще просто... Как ты это сделаешь? Почему они стреляют? Так не должно быть. Что происходит? Так, а если вот так выбегу? На линию встать, если вот так, да? И пострелять. А если вот этим? 11, да? 50% шанс. А еще подойти? 24. Так, 21 останется. Мне уже не хватит. 2 раза надо стрелять уже, похоже. Мимо. Вот, хорошо. Вот так вот тебе. Так, а он меня прикроет, интересно, если я вот... Ну-ка, я бы сел, кстати. И все, и сидел бы. И сидел бы, вообще не парился. Допустим. Стрелки у меня здесь, и еще один снайпер есть. А ну-ка, через прицел. Снова 50. Мимо. Бывает. Не страшно. Так. Тут вот товарищи у нас. Короткая очередь, прицельный и одиночный, да? Не, ну можно на шару рандомить, шансы-то неплохие вообще-то. О, видите, как хорошо. Одного даже хватило. Выходим. А типа овера есть что-нибудь или нет? Или то, что ты просто стоишь, это уже и есть овер. Может быть так? Я бы еще посмотрел в эту сторону. Пока тишина. А это кто? А, вот здесь еще товарищ остался. Надо бы его разобраться с ним, да? А если сесть? В него просто сложнее попасть. Это все, в общем-то, да. 29. Я могу все еще сесть и 22 все еще сделать. Так, кладка. Блин, прикольно разбилась, кстати, кладка. Кладка. Нормально так. А ты его увидишь, если что? Ты его увидишь, так что садись. На следующий ход постреляешь, если доживешь до этого хода. Если доживешь. О, боже. Ну, пока прикольно, забавно. О, 79. Слушай, деваха, ты, по-моему, ты крутая. А если мы вот так сделаем? А, тогда по 28. Не, ну тогда садись и жахай. Хорошо. По-моему, в башняру дали ему. Угу. Очки действий наши, все. Того самого. Ходить ты не можешь. Так, окей, пока аккуратненько. Пока не видно ни черта. Сядем. И все, и тут останемся. И пулеметчик у нас еще есть. Тут вообще интересные режимы. Короткая очередь и большая очередь. И других-то и нет. Ну, допустим. Туда посмотри. Сядь и сиди. Туда. Ну, эту зону очистили, да? Вот это только что такое, не очень понятно. Ну, тут 2 их, смотрите. Не знаю, можно ли что-то делать с ними. Ну, вроде все, да? Действия врага. Какие-то выстрелы. Человека бьет. Это наш, получается? Да, люди, смотри, это наши, похоже. К нам бегите. Нормально все будет. Как он умеет, а? Так, потерялся в панике, товарищ. Зато стреляет, попал, походу. Так, прикольно. Ну, начинаю въезжать потихоньку. То есть надо действовать все-таки вот так, да? Ходить вот этими товарищами. В первую очередь, чтобы они танчили. Снаряжение. Откроется снаряжение. Угу. Допустим. Пока не видно никого. Опа! Обнаружен враг. Так. Надо ли мне ближе подходить? Я думаю, нет. Все, сиди. Сиди, достаточно этого.
Так, это он стрелял, похоже, по нему. Через окно, наверное, да? И вот здесь еще сидит какая-то выхухоль. Так. Сели. Дробовик у нас тут. Тихо. Вот он. Вот он. Вот здесь чувак стоит наш. Нехорошо. Еще ближе. И сесть. Пойдет? Ну, смотрите, я по нему, похоже, не постреляю никак. Именно в этот ход. Кажется, ну никак вообще. Надо на овер ловить, короче. Что того, что другого. Этот меня не видит, да, вот здесь? И не увидит. Задвигаемся вот так. Стрелка тоже туда же, наверное, сейчас подведу. Но вот уже стрелка не так комфортно, конечно, вести. Вдруг через окно он меня достанет. Угу. Этот стрелок. Надо ли мне на трупы вообще подходить на их? Мне кажется, нет. 16. Очень мало останется. Но хватает на выстрел обычный хотя бы, да? Может быть, оставить его вот так? Или сесть лучше? Ну, у него 50 хп. Давайте оставим его так. Снайпу хватает на 35. Садись. Следующий снайп. На 28. Вот отсюда я, наверное, сделаю вот так. Тоже садись. Так, а ты у нас стрелок. 4. Давай вот так. Ах ты, скотина. Нифига радиус видимости какой далекий получается. Вообще очень далекий радиус видимости. Я прям в шоке. Какой он далекий. Не, ну я тогда сяду. Может, он к нам пойдет и отхватит за это. Ну, вроде все. Я оставил как бы снайпов, как бы на овере, да? Как бы этот, как бы на овере. Если правильно я понимаю, как это работает. Или, может быть, мои бойцы в принципе не умеют овер ставить. Только враги могут. Офигеть, они меткие. Ага, ага, ага. Тут что? Да, овер работает, как я и думал. Ах ты, собака в спину. Капец, как летально, какие дистанции большие. Вообще жесть просто. Жестко просто. Игра вообще не щадит. Просто не щадит. У меня убили бойца. Эй. Блин, это изначальная миссия. Где ты там, пес? Ну, вылазь. Вот ты. Сюда иди, блин. Скотина. 75, да? А если я подойду? 25 будет. Я могу, в принципе. На, скотина. Готов? В спину тебе. Вот здесь еще падла сидит. Ага, с ракет снимают с меня. Но я бы пробовал. Мимо. Блин, а если еще раз выстрелю, то... Ну ладно. Тоже мимо. Это вот стрелок, да? О, 80, нифига. Not bad. 42. Че ты там? Че ты? Готово. Блин, жестко прям. Дадимся. Ну, -1 неприятно, конечно. Но вот здесь где-то падла была. Вот она. А ты же с дробовиком, да? 52. Мне надо, чтобы 2 раза можно было. 48. Как раз, по-моему, хватит. В упор, по сути. Даже вот так можно, наверное. Да, хотя, что тут? На, просто в башку. Но это, кажется, не все, да, еще? Тут трупы, там трупы. Кажется, ни хрена не все. И сесть нельзя. Ладно. Сближаемся, короче, пока. Сядем на всякий. Щитовик тут подотстал немножко. И музыка-то какая. Тревожненькая.
Тревожненько, блин. Снайпы что-то пока не очень мне пригодились, походу. Еще одна скотина. 29. Не, давай-ка сюда. Сядем. Очень много они тратят времени на выстрел. Просто капец, как много. Смотрите, какой здесь угол-то. Понятно. Понятно, как. Так. Как быть-то, блин? Вообще сюда побегу. Все. Примерно так. Ну, конец. Вот оно, вот оно. Да какого, блин? Кактус не защищает вообще. Чел бежит откуда-то оттуда. Блин, ну как так-то? Жестко, жестко, блин. 83. 50. Ой, ну вот этого за кактусом вообще обидно было терять. Блин. Ну, мы учимся, что? Я сделал вывод, кактус не помогает. Ресет тоже. То ли он кританул, то ли, я не знаю, очень больно было. Или, может быть, нельзя, может быть, это считается не особо большая дистанция. Мне просто на вид казалась большая дистанция, как бы, и типа не попадет по мне враг. Но в реалиях игры, похоже, это не очень большая дистанция. И снайпов надо держать еще дальше, кажется. Можно, конечно, переиграть, попробовать, но сейчас посмотрим. Я хочу посмотреть, что будет после миссии вообще. Пока интересно, кстати. Я не могу сказать ничего плохого пока. Вроде интересно. Сектон. Это не сектоид, это сектон. 10 сканер пришельцев, 7 магнитное оружие пришельцев, 37 сплава пришельцев. Так. Убит. Жестко просто. Травма. Минус 2. Это еще и 2 сержанта было. Ёлы-палы. Сержант. Погибшие ксенонавты 2. А еще, кстати, видите, я не знаю, я же рассуждаю мерками XCOM. В XCOM потеря 2 солдат на первой миссии, это вообще-то как бы, ну, типа, рестарт надо делать. В ксенонавтах может быть не так, может быть потеря 2 это не сказать, что прям беда какая-то. Плюс еще статы качаются, видите? Немножечко у всех прокачались. Ну, давайте продолжим. Посмотрим, как оно. А то, что вот они стали сержантами, это что-то им дает? Ну, типа, ну, стал он сержантом, и чё? Не знаю, похоже, ничего не дает, да? Ладно. Мне, наверное, надо, чтобы они домой вернулись, да? Да. Сейчас дождемся этого дела. Ресурс. Сплавы пришельцев. Судя по предварительному анализу найденного снаряжения пришельцев, наш противник часто использует неизвестный металл. Очевидно, что этот сверхтяжелый элемент получен искусственным способом. Он обладает слишком большой массой, чтобы выделять его естественным путем. Материал нестабилен, а потому встречается только в сплавах. В зависимости от состава эти сплавы могут сильно отличаться по свойствам. Одни обладают поистине удивительной прочностью, а другие более экзотическими качествами, например, сверхпроводимостью. Скорее всего, причиной тому являются размеры атомных ядер. Они настолько велики, что их электроны движутся почти со скоростью света. Этот факт указывает на то, что данный элемент подвержен недавно известным правилам классической физики, а причудливым возможностям квантовой механики. Вероятно, мы найдем для этих сплавов пришельцев множество вариантов применения. Но ввиду отсутствия возможности синтеза, вам придется отбирать материал у наших врагов. Интересная штучка такая, да? О, какая жесть! Какая жесть вообще! Это прям как из этих, из-за бугровых фильмов всяких.
Вскрытие сектон. И теперь мы знаем его параметры. Смотрите, как интересно. То есть там мы вслепую действовали, теперь мы знаем, что это. Псионная триангуляция, телосложение худощавое. Да что ты не скажешь, что он худощавый. У него 45 здоровья, примерно как у наших солдат. Очень много единиц времени. То есть это овервотчеры жесткие. Точность 50, не знаю, как это по меркам этой игры. Сила неплохая, рефлексы довольно большие, натиск так себе. В сообщениях очевидцев часто упоминаются невысокие инопланетяне с бледно-серой кожей и большими черными глазами. Похоже, мы только что встретили одного из них. Рост сектона менее 1,5 метров, а его мышечная масса значительно меньше, чем у среднестатистического человека. Тем не менее, физиология сектона удивительно похожа на нашу. Их кровеносная система и, в общем, узнаваемые внутренние органы можно сравнить с органами млекопитающих. Сильнее всего отличается голова. У сектона относительно большой мозг, обладающий незнакомой нам структурой, а его глаза по меньшей мере в 3 раза крупнее человеческих. Неудивительно, что сектоны обладают прекрасным зрением. Ну типа намек на Overwatch, да? У сектона есть рот, но он недоразвит и вскрыт под складками кожи. Внешний вид зубов заставляет предположить, что сектоны являются всеядными, однако в желудке пищи нет. А вот вдоль позвоночника установлено несколько металлических разъемов. Мы не знаем, как эволюционировали эти существа, однако сейчас питательные вещества, похоже, им вводятся прямо в кровь. Интересно. Судя по отчетам, у сектонов высокая скорость, но они довольно слабый противник. У них средние показатели меткости и рефлексов, а прочие физические показатели низкие. Однако они становятся значительно опаснее, если действуют в составе группы. Почему-то они стреляют без промаха, если рядом находится еще один сектон. Опа, так вот почему они попадали, вот те двое, да, все время. Их не следует недооценивать, но мы полагаем, что рано или поздно столкнемся с более опасными инопланетянами. Вот текста много, мне интересно, я люблю инопланетную тематику, я его весь буду читать. Но вообще разработчикам я бы, конечно, посоветовал, когда много текста, что-то важное выделять цветом, здесь желтеньким, прекрасным. Вот, например, вот эта инфа, что если они стоят вместе, они попадают, я бы прям выделил желтым, потому что это кажется капец важно. Именно геймплейно. Итак, доступны новые исследования. Броня-охранник, ксенобиология, магнитное оружие. А мы очередь можем, да, накидывать, получается? Ксенобиология даст больше денег ежемесячного. Раскрыть тайну позволит. Дальнейший анализ сплавов пришельцев может помочь с усилением имеющихся типов брони. Ну, учитывая, что с одного попадания наши солдаты гибнут, было бы очень даже актуально. Магнитное оружие пришельцев. Анализ разного стрелкового оружия. Слушайте, кажется, вот это деньги, да? Накидываем. Погоди. Погоди. Блин, я что, сбросил? Я сбросил исследование, получается? Да ёлы-палы, что за косячник-то такой? Блин, а что? Ну ладно. Пускай. Пускай доделает это тогда хотя бы. Так, ну и все, да, на этом пока. Тут у нас еще строится, исследуется. Тут им делать, в общем-то, нечего больше. Я не хочу ничего заказывать. Мы потеряли 2 солдат, надо нанять новых. Благо новобранцев дофига. Кстати, это вот конечные новобранцы или новые будут появляться, интересно. Мы потеряли 1 снайпера, я предлагаю нанять кого-то точного вместо него. Вот, например, опять девушка. Почему одни девушки? А вот мужик. Просто девушки попадаются, да? И у нас убили, кажется, стрелка. Я даже не знаю, кто на место него сойдет. Давайте вот тебя, что ли, опять девушка. Наймем, пускай. В пути 2 дня. Угу. Так, нам нужен снайпер. Давай. И нам нужен стрелок за место потерянного. Мы же стрелка потеряли или кого? 2 штурмовика, защитник. Мы пулеметчика потеряли. Так, погодите, надо кого-то на пулеметчика назначить. Ну вот ты, кстати, назначаешься нормально. Бронька. Может быть, убрать вот эту штуку? Ну да, слушайте, может быть, броник спасет. Я не знаю, что дает защита, как она работает. Броня снизит урон, получаемый в бою, за счет чего солдаты будут терять меньше здоровья.
Ну, оружие, видишь, пробивает броню. То есть она, конечно, снижает, но она теряется, во-первых. Во-вторых, есть оружие, которое пробивает броню. Penetration, да? 0,00. 0. Вот здесь Penetration уже 10, например. То есть, как бы, этот бронезащитник типа не алё против снайперок. Пулемета нет Penetration. Гранатомета нет. Может быть, еще гранатометчика, кстати, стоило бы в Skyhawk закинуть. Я вот так смотрю, у меня нет гранатометчика никакого. Так что мы пулеметчика закинем туда сейчас. И что у нас получается-то? Снайпер. Снайпер. 2 снайпера. 3 стрелка. Защитник, 2 штурмовика. Вот одного из стрелков, как будто бы я бы переделал в Греныча. Да, слышите, я бы сделал Греныча реально. Гранаты это какие обычные? Подрывные. Подрывные, а еще одни. Они много весят, да? Ну и все, значит, вот такой ты будешь. Вот усатый гренадер. Ладно, ребята, все, вот такая вступительная серия. Мы прошли обучение, прошли боевое крещение, пусть не с первого раза. Но переигрывать я, наверное, пока не буду. Пока так, пойдем, посмотрим, к чему это приведет. Если кто хочет вступить в отряд, пишите, я вас добавлю. Здесь, конечно, нет никакой кастомизации, но хотя бы имя могу назначить у вас, если вы хотите тоже поучаствовать. Ну и пока что мне нравится, приятно, ощущения от игры хорошие. И я, наверное, продолжу. Так что скоро ждите вторую часть. Всем спасибо, всем пока и жду вас в следующей серии.